Посмотрите, мои дорогие зрители, Артур и Вигнеш надели сегодня сандали. Специальные сандали, которые носят дети в сезон дождей в школе. Напоминаю, у них в школе такие правила. Круглый год дети ходят в ботинках черных, в носках, в гольфах, точнее красных. А когда начинается сезон дождей, переобуваются. Как видите, сезон дождей уже в разгаре, кругом лужи. Сегодня я смотрела прогноз, через час будет ливень с грозой. Но мы позвонили учителям. Артур сказал, чтобы мы позвонили. Я вообще ему говорила, не надо никого спрашивать. Ну, короче, мы позвонили. И учительницы, даже две, получилось, что мы сначала не дозвонились ни до одной вчера вечером, а сегодня утром дозвонились. В общем, одна перезвонила. Так вот, они сказали нет. Главная директриса сказала, что переобуваться будете с 1 июня. То есть по расписанию сезон дождей должен был начаться 1 июня. Ну вот он так вот произошло, что он начался у нас гораздо раньше. И все, я говорю, пора. Ну а если вдруг выпадет снег, тоже, да, нельзя будет, там, допустим, надеть теплую одежду, потому что в школе такие правила. Ну что за ерунда, а? В общем, с утра у нас была очень эмоциональная дискуссия, если это культурно назвать. И в итоге я сказала Артуру, что не надо быть очень послушным. Представляете, я своего сына учу быть непослушным. Интересно, давайте посмотрим, в чем другие дети. Видите, другие дети еще в ботинках. Вот эти вот двое. Сейчас дальше будем смотреть. Двое послушных. А вот Вигнеш тоже поддержал нас, и Артур меня поддержал. Сказал, что будет в сандалях. Артура я научила, в случае чего, сказать учительнице, что у него ботинки мокрые, что мы их забыли вчера вечером. Пошел сильный дождь, и они, соответственно, не высохли. И в мокрых ему родители не разрешили идти. Вот так вот я его научила сказать. А так бы действительно произошло, потому что действительно дождь, лужи и ботинки промокают. Они не супер качества. Мокрые носки, вот так вот целый день сидеть в мокром, это чревато тем, что можно заболеть. Да, сына? Нужно думать всегда своей головой, а не только вот так вот безукоризненно всех слушать. Даже родители бывают не всегда правы. Так, посмотрите, Вигнеш. Папа Вигнеша. Вигнеш опаздывает, идите, это, good morning. Ой, господи, на Миш, это ж маленький, на Миша опаздывает. Папа его отправил. Привел. Интересно, что Артур раньше таким был, что вот как учителя сказали, так он и будет поступать. А сейчас уже немножко вот поменялся в этом плане. Ну, and you, what do you think? This is very bad, Max. You call to me after you put chapel. Парам говорит, что мы очень глупо поступили, если же так решили, надо было не звонить. А то, получается, позвонили. Ну, я надеялась, что учительница скажет, что да, давайте уже в сандалях, и Артур как законно придет в сандалях. А что, Вайбау в сандалях? Где Вайбау? Давайте, я хочу увидеть хоть еще как одного ученика. Вот, видите, тот мальчик, это Вайбау. Вот сейчас он последний, он тоже в сандалях. А вон его мама, видите, мама его провожает. Сейчас мы с его мамой поговорим. Good morning. Good morning. Подождите минутку. Видимо, у нее тоже накипело. Мои дорогие зрители, всем привет! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Посмотрите, какая я сегодня нарядная индианочка. Пора меня с утра предупредил, чтобы я оделась именно так, потому что нас вместе с вами несколько религиозных мероприятий. Значит, сначала мы должны будем побывать на благотворительном обеде в честь Саи-Бабы, и также мы должны посетить Пуджу в честь свадьбы. На свадьбе мы не побывали у этих людей, но на Пудже обязаны быть. Значит, друзья,
Я такая нарядная, но еще даже не видела себя в полный рост. Сейчас посмотрюсь в одном из номеров. Можно вот сюда, вот в зеркало, и вам заодно покажу. Не видела себя в полный рост, потому что, напоминаю, шкаф старый. У меня был зеркалом, мы его уже поменяли, а зеркало до сих пор ребята еще не сделали. Но, слава богу, уже хорошо, что сегодня пришли, наконец-то. Не было их неделю, наверное. Они не закончили свою работу, но и вот пришли заканчивать. Значит, вот это вот кровать Парама, значит. Но, возможно, я вам чуть позже расскажу, возможно, что я буду в итоге на ней спать, на кухне. Значит, а вот это вот изголовье кровати, той, на которой сейчас я сплю, и Артуркиной. А к зеркалу они приступят уже, скорее всего, завтра, если что-то опять не случится. Вот еще посмотрите, какие у нас новшества. Что бы вы думали, это будет ресепшн. Значит, в скором будущем, когда Ганпатбай придет, вчера он начал так активно, видите, сколько много работы проделано, но сегодня уже его нет. Какая-то срочная работа появилась. Сказал, что будет завтра. Надеюсь, что так и будет. Значит, вот этот вот забор мы снимем. И в итоге будет что-то вроде как... я даже сейчас поближе подойду, чтобы вы представили. Значит, будут вот такие вот ворота металлические. И вот такой вот красивый металлический с узорами забор в скором будущем. И, конечно же, да, так будет отель выглядеть гораздо привлекательнее для туристов. Итак, сейчас мы идем на благотворительный обед в честь Саи-Бабы из Ширди, потому что кто-то может перепутать Саи-Бабой из Путапарти. Нет, вот Саи-Баба, которого почитают и индуисты, и мусульмане. Это святой человек. Значит, вот Артур уже вернулся со школы, переоделся. Артур, расскажи, как учителя или директриса кто-нибудь сделал тебе замечание? Никто не говорил ничего. Вот и слава богу. Ни тебе, ни мальчикам тоже, да? Отлично. Вот сегодня как раз с утра был дождик, и Артур себя нормально чувствовал в сандалях. Значит, и вот Парам, посмотрите, Парам тоже подготовился. Are you ready, да? Принял душ, искупался и переоделся в своей красе. Stones coming, cement coming, I keep all one place. В общем, объясняю вам, мои дорогие зрители. Да, главное, чтобы жена была красивая. Он меня предупредил, да? I'm good look. Very beautiful. Вот, он иногда мне говорит, что все равно, говорит, мы когда куда-то идем всей семьей, все равно смотрят на тебя. Поэтому самое главное, чтобы ты была на высоте. А я, говорит, вот так вот по-рабочему. Сегодня много еще у него дел. И в джинсах ему неудобно. Он не любит джинсы, ему некомфортно. Come on, fast. I must switch off camera. Какие-то секреты? You have secrets. Я еще хочу уточнить такой момент, что мы идем на благотворительный обед не ради бесплатной еды, а в знак уважения, раз нас пригласили. И, кстати, это не такой уж и бесплатный обед, потому что на подобные мероприятия организаторы, активисты собирают деньги практически со всех. Но очень редко бывает какой-нибудь спонсор, который полностью организует за свой счет. Вот. Ну и в конкретном случае, да, собирали, допустим, Парам 500 рупий. Это нормальная цена для нас, нормальное пожертвование. Конечно, владельцы больших отелей могут и больше пожертвовать. Как здесь красиво, такая вот арка украшенная. Проходи. Хотя, знаете, я сказала владельцы отелей больших резортов, но у нас владельцев отелей больших, в принципе, здесь в Матаране и не увидишь. Все отели сдаются, вот как Парам арендует, также, если у нас даже наш друг Бавин, да, вот у него есть брат,
Бавин, его папа, но они свои номера тоже сдали. Сдали в аренду человеку. Занимаются, имеют возможность заниматься своими делами. Ну вот как Бавин, да, развивается, пытается попробовать себя в разных сферах. Йога, सकाळपासून आपण आंघोळ वगैरे केले पण अंतर्बाह्य आपण शुद्ध होत учитель नाही. йоги, म्हणून आपण काय केलं, учитель 3 वेळा पाणी плавания, पिलं, अनेक वेळा सोडून दिलं. त्याच्यानंतर आपण काय केलं की 24 देवतांची नावं घेतली. Так, ладно, давайте я вам буду показывать, что здесь происходит. Как обычно, вот в огромных кастрюлях готовится еда, угощение. आपल्या पायाखाली देवी बनते. मग आपण शिशीरभूत होऊन पूजेला बसायचं. He organizes all. You organizer. Hi. Namaste. Ну, окей, давай покажем. त्याच्यानंतर आपण काय केलं, Значит, я у Парама спрашивала, а какой смысл организаторам? Они что-то с этого зарабатывают? Ну, многие, да, люди сдают деньги. Ну, возможно, да, возможно, что-то и остается, и какой-то заработок, возможно, организатор себе оставляет. Но, в принципе, это как он заработал. Это панир. Ага, дал. Это дал, это рис. Mother, there is special dal. Какой-то special дал. Ну, very good smell. Very tasty look. И здесь у нас свитс, это сладости. Ну, это как манная каша с орехами. Rice. Там тоже рис. Окей. Пахнет ароматными специями. Пока все собираются, тем временем пандит проводит пуджу. Узнаете этого пандита? Не так давно он у нас тоже проводил пуджу на открытие. Вот Саи Баба, и перед ним сидит пара. Это муж и жена, которые недавно поженились, относительно где-то 3 месяца назад. Такая вот для них привилегия. Каждый раз, когда проводится эта пуджа, выбирается пара, которая недавно поженилась. Если нет такой пары, то тогда кто угодно. Любые другие муж и жена, которые уже там много лет назад стали супругами. शाळेमध्ये गेलो की आपले शिक्षक गुरु, एखाद्या कामाला लागलो की तिथे आपला बॉस गुरु. Вот это вот тоже сегодня дерево сегодня посадили. Today new tree. Видите? Еще не прижилось. В основном здесь собираются люди, которые живут именно в этом районе. Вот этот вот мужчина, да, мусульманин. Он тоже почитатель Саи Бабы. И вот, так что сегодня будут не только индуисты, но и мусульмане. Да, и, кстати, вот этих людей, эту общину я вам показывала раньше. Мне не хочется сейчас говорить это слово, но я думаю, вы поняли. Can I show your nail? Wow, super. How is this? How many years before you cut? After 2 years. 2 years, within 2 years. За 2 года отрастил себе такой ноготь. But why? Why? What reason? shock. Like means hobby. Хобби, говорит, такое хобби. Вот интересное хобби, да, у здешних мужчин. Слушайте, я в шоке. You don't want like this hobby? Может, что-то тебе тоже отрастишь? Волосы, hair не получится отрастить. Ладно, шутки шутками. Значит, я хотела что-то важное сказать. Значит, в основном живут представители... Сейчас я отойду, мне неудобно будет говорить. В общем, община, которая... Помните, я недавно рассказывала в видео, которые поменяли свою религию для того, чтобы... They say don't go without eat food. You must eat. Go and eat food. Говорят, не уходите, Парам совершил пуджу, и уже собрался уходить. Они говорят, не уходите, пока не покушаете. Ну смотри, maybe we take one plate for all. Давай возьмем одну тарелку на всех. Если вы не поедите, значит, вы нас не уважаете. Ты меня уважаешь, как у нас принято. В общем, хорошо, тогда ладно, одну тарелку на всех возьмем. For puja, now final one arti. The couple sit 3 hours. Представляете, пуджа какая длинная? 3 часа. Представьте, так вот сидит 3 часа. Но это очень хорошо, это очень благоприятно влияет на их супружескую жизнь. Значит, я так и не договорила. Значит, может быть, вы поняли, но мне неудобно просто при них это говорить. Значит, они из той касты, которая относится к неприкасаемым, и они поменяли религию, стали буддистами.
Вот, в основном эта община здесь собралась, ну и плюс мусульмане. А нас пригласили, потому что мы здесь рядом живем, тоже между и одними и другими. सर्वांगी सुंदरावतशेंदुराची कंठी धडके माळा मुक्ता परळाची जय जय मानवतामापोटी जय जय मानवतामापोटी जय जय माता मतपाये करमा संकटी पावावे जय राये गंग नम जय नमः प्रभा उपे सबको बिठा के ले Все, пуджа закончилась. В конце пуджи, кстати, опять собирали подаяние. Парам внес опять свою лепту. Дальше приняли просад. Парам помолился. Ну и, собственно, мы уходим. А все только собираются. Вот уже начинают раздавать обед. Но у нас дела. Парам говорит, что сейчас, кстати, Самир, наш помощник, сюда придет обедать. И очень много людей на самом деле придет. Не только из этой общины, все соседи, все, кто рядом живет. А здесь рядом много разных каст живет. И много мусульман тоже будет, опять же. Но мы не остались, как нас не уговаривали. Ну, я, честно говоря, сильно не расстроилась, потому что я такую еду не очень сильно люблю. Хотя пахнет вкусно, аппетитно. Парам такое любят, но его дома ждет обед, который приготовила ему любимая жена. Come on, we go eat food in home. Да. Я для тебя приготовила дал, панир сабжи, for Артур котлеты, котлеты, картошка, суп куриный. Вот, а в 4 часа мы пойдем на свадьбу, ну как, не совсем на свадьбу, в общем, на пуджу в честь свадьбы. Просто свадьба сама была в другом городе, в Пуне. И мы туда, естественно, не пойдем, ну как, не то, что естественно, но не настолько близкие друзья, чтобы ехать в другой город, там снимать отель, чтобы погулять на этой свадьбе. Ой, боже. Jimmy! Успела снять для вас немножечко. Значит, вот этот мужчина, ну, судя по походке, я думаю, все поняли, изрядно пьян. А наша Джимми ненавидит пьяниц. Парам отогнал Джимми, чтобы она не покусала. Всех пьяниц она не любит, местных. Хотя вот, допустим, туристы, которые у нас останавливаются постоянно, естественно, да, многие выпивают. И к ним Джимми относится лояльно. You work for only drink alcohol. They give 50 rupees, you take and go and drink alcohol. You make like this. Ну, в общем, да, этот мужчина работает носильщиком, и в основном все деньги, которые он получает, он тратит на спиртное. И вот Парам еще уточнил, он выглядит, как будто бы он инвалид. Нет, с ним все в порядке, это просто вот он так сильно много выпил, поэтому ходит, сосны сшибает. Мужчин своих накормила, напоила, посуду помыла. Теперь вас будем кормить, да? Котейки. А что так тихо? А ну давай, как ты умеешь? Во всю глотку. Кисюль. Все, теперь моя совесть чиста. Все сытые, все довольные. В общем, смотрите, я сегодня постирала рюкзаки, сумки для того, чтобы их чистыми сложить в шкаф, чтобы они не плесневели. И в итоге, видите, разодрала, раздерла себе палец, там прямо до мяса. Посыпала куркумой. Куркума очень хорошо помогает в таких случаях, проверенная, так что пользуйтесь. К Артуру пришел в гости Вайбау, правонарушитель. Я к нему домой. На 1 минутку зайду. Только ненадолго, у тебя скоро дополнительные занятия. Возвращайся быстрее. Вайбау, нарушитель, это как раз тот мальчик, на которого я обратила ваше внимание сегодня утром. Тоже нарушитель правил, который сегодня пришел в школу в сандалях. Да, и мы поговорили с его мамой. Она назвала причину, почему же они так, да, нарушают правила. Оказывается, у него порвались ботинки.
Вот. Ну, а так как сезон дождей будет продолжаться еще долго, минимум до октября, и какой смысл покупать новые ботинки, у него нога растет, они уже подготовились к сезону дождей, и, собственно, дожди уже начались, ну, собственно, вот в чем причина. Вот так вот, друзья. Ну и слава богу, да, что никто не делал замечаний из учителей, ну, видимо, не так уж все это строго. Учителя по телефону передали то, что им сказала главная директриса. А с директрисой они не разговаривали. Ну и тоже хочу уточнить, а то вы будете в комментариях писать, что я как-то неправильно учу своего ребенка. Он вообще никого слушаться не будет. Он вообще школу разнесет, если никаких правил для него не существует. Ну, все не так на самом деле. Значит, естественно, я с ним разговариваю на эту тему, и очень много. Это все просто не попадает в видео. Я ему объясняю. Но я не хочу, чтобы было, знаете, как заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Я ему все объясняю, как, в каких случаях стоит, да, слушаться, а в каких случаях можно как-то немножечко по-хитрому поступить. Опять же, я никому не навязываю свое мнение. Воспитывайте своих детей так, как считаете нужным. Ну, а я считаю, что нужно так. Вот как вот я вспомнила сейчас во время пандемии. Был такой закон, да, было такое вот правило – носить маски. Ну и действительно многие носили маски. Я не против этого правила, да, там, конечно, в этом есть смысл. Но вот меня, допустим, поражали люди, которые здесь, в Матаране, гуляя в лесу, где никого абсолютно нет, тоже гуляли в масках. Причем это не какая-то там медицинская маска, а, как правило, здесь в Индии это засаленный платок, который не стирается 2 недели, а то и 3 недели. И вот так вот, да, гуляли в лесу, непонятно от кого они защищались или защищали кого от себя. Вот. Ну, то есть должна быть какая-то логика. И я считаю, да, что дети... Да, уже вернулся Артур. Дети должны понимать, почему им что-то не разрешают. И вот у нас с Артуром, да, так принято. Когда я ему что-то не разрешаю, я не просто говорю «не делай так», а объясняю, почему. И иногда он даже со мной может поспорить, сказать, на каких условиях он может этого избежать. Ну и действительно, да, и тогда я могу и разрешить пойти на уступки. Вот посмотрите, с сезоном дождей к нам пришел сезон грибочков. Вот такие вот симпатичные грибулечки у нас растут именно в нашем матаранском лесу, в наших джунглях. И вот эта вот женщина насобирала. So, you want buy? Ты хочешь купить или нет? No. Нет? Ну что, мои дорогие зрители, спешу вас расстроить. Вы видите, я себе прическу сделала, подкрасилась. Парам у меня вообще переоделся, надел джинсы. Мы собрались идти на это мероприятие по случаю прошедшей свадьбы. Но, как оказалось, оно будет не в 4 часа, а в 6. Ну, а 6 это значит уже, скорее всего, и в 7. В общем, я в это время готовлю ужин, мне нужно Артура покормить, кое-какие дела с ним поделать. И мы с Парамом, посовещавшись, решили, что он сам пойдет на это мероприятие, поснимает видео, он мне пообещал, надеюсь, что он свое обещание исполнит. Вот. Ну и вы обратили внимание, да, что вот за сегодня, даже, да, за один день нас пригласили в 2 места. И это происходит очень часто, не всегда мы посещаем все эти мероприятия, не всегда я просто об этом видео снимаю. Ну, действительно, да, мы живем
деревне, и здесь все друг друга знают, все нас знают, и постоянно приглашают. И, значит, можно, да, можно не ходить всей семьей, можно вообще не явиться на это мероприятие. Но если тебя пригласили, особенно на свадьбу, да, или вот на такую вот пуджу, как сегодня, если тебя пригласили, ты обязан подарить подарок. Но вот в данном случае, так как это не родственники, там не близкие, даже не дальние, то достаточно подарить деньги, 500 рупий или 1000 рупий, в зависимости от того, насколько это близкие и знакомые. Вот так вот положено, да, я вспомнила фильм, этот «Служебный роман», как там он говорил, что если сегодня еще кто-то родится, кто-то умрет или женится, то у меня просто не останется уже денег на обед. Вот. Но не все так плохо. Значит, это как инвестиция. Получается, что вот если, скажем, Артура мы будем женить здесь, в Матеране, то все эти деньги, которые мы постепенно, получается, раздаривали, да, в течение там многих лет, то они в один день вернутся, и это будет очень приятный бонус. Вот так вот, друзья. Интересно в Индии. Значит, что я хочу сказать? Друзья, я думаю, что в следующей серии будет уже презентация кровати Парама, но это не совсем кровать, так что я вас заинтригую, вы увидите, что это получится, что там получится. И я вам расскажу, почему в скором будущем я планирую спать на кухне и вот на этом месте. Об этом я расскажу вам в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.